Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем, кто или что спешит в вашу жизнь, каковы события ближайшего будущего на предстоящую неделю. Может быть, и перемены, и изменения какие-то, с чем это будет связано. И первый расклад мы сделаем на цыганском старинном пасьянсе. А потом на события ближайшего будущего дополним картами Таро и узнаем, что неожиданно изменится или в какой сфере жизни, может быть, будут перемены, в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения или что-то корректировать. К чему все идет, спросим. То есть какое продолжение, какая продуктивность будет следовать у тех или иных событий. И как знаки судьбы тоже достанем карту, чтобы понимать, что нужно услышать или что принять во внимание, чего не пропустить. Вот так тоже бывает. Итак, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории не расскажет. Но я надеюсь, вы переложите ваше какое-то дело или то, что у вас сейчас не выходит из головы, на метафору карт, и подсказки будут. События ближайшего будущего, что же спешит или кто в вашу жизнь. Здесь прям судьба спешит, действительно, знаки судьбы. Словно карты пасьянса сразу хотят сказать: смотри, зри в оба, Лев. То, что сейчас увидишь, перекладывай действительно на вашу жизнь. Пытайтесь прочувствовать, как тот или иной символ, который совпадет в нашем раскладе, откликается с вашими возможностями или намерениями и планами. Конечно, по карте, точнее, значению крест, есть такой момент, мы на чем-то тоже можем поставить крест и словно пойти в другом направлении вообще. Это может быть как новая точка отсчета, но одновременно и точка невозврата. Может быть, точка невозврата для какого-то человека, а хотя у кого-то и новое знакомство. Вот это изображение цыганка. На самом деле это прописано в этой колоде просто лицо, вот такое слово. Это может быть то лицо, которое нам известно, или тот персонаж, которого вы знали, но это может быть и новый какой-то человек. Вы тут, правда, можете по поводу какого-то человека определиться, либо кому-то сказать «нет», или наоборот, кому-то сказать «да». Выводы какие-то вы делаете, мои дорогие львы. И смотрите, у кого-то даже до ссоры может дойти. Или, может быть, прежняя какая-то ссора, наоборот, будет закончена. И история продолжится. Здесь, конечно, у каждого по-своему. Давайте посмотрим, что же и еще. С чем будет связана эта неделя? Каковы события ближайшего будущего? Благополучие само по себе, мои дорогие. То есть я вот так вижу, да, вроде бы и судьбоносность, но, видимо, есть какие-то контакты с конкретным человеком, а вам, мои дорогие львы, нужно делать какие-то выводы. Может быть, не включаться в какую-то многозадачность только лишь потому, что у вас есть тот персонаж или товарищ в вашей жизни, который вас словно планирует. Вы еще даже не знаете, а он уже вас запланировал или ну, как-то пытается вас, может быть, и использовать или приобщить к какому-то делу. Но есть и искренние отношения. То есть я вижу так, что есть какой-то негативный товарищ, которому вы точно скажете «нет», чтобы он вам больше не мешал. Почему я так думаю? А потому что есть карта благополучия или значение голубя. Это когда у нас вообще во всех сферах жизни просто хорошо, что-то нормализуется, приходит в какой-то баланс и порядок. И это у нас дела домашние, дела семейные. Это, безусловно, решение денежных вопросов или каких-то тем по работе. Откуда-то ведь к нам все-таки приходят деньги. Ну, исходя из этого, мы строим наше благополучие. Действительно, дела семейные для тех, кто один или одна, но это вы можете по личной жизни тут какие-то важные для себя принимать, как вы будете действовать, или, может быть, в ваш адрес кто-то и проявляет знаки внимания, а вы будете так разделять, кому вы можете доверять или нет, кто будет вхож в ваш дом или нет, потому что по карте, ну, вот как костер, семейный очаг, это именно о доме.
Для людей семейных, понятно, это дела вашей семьи. Или вне зависимости от того, кто меня смотрит, в каком бы статусе вы ни находились, вы можете улучшать что-то дома, делать жилье более комфортным или организовывать работу на дому. К примеру, как дополнительный способ заработка. И такое тоже могу допустить. Все же мы все разные. Ну, выбор какой-то он у вас присутствует, это точно на этой неделе. Давайте мы посмотрим, что у вас еще совпало по горизонтали и вертикали. Потому что в этом пасьянсе мы можем как раз это сложить, эти значения. И что тут для вас? Откровенно говоря, я вот и не вижу, чтобы что-то совпало еще. Давайте мы с вами продолжим на картах Таро. И первая карта, что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения. Вот интересно, да, раскрыть вот эти значения, которые вам по пасьянсу выпали в самом начале. Так, мы сделаем так. Я сначала выложу карты, а потом я дополнительно достану. Мне хочется прояснить вот то, что у вас тут как... Ну, в одном месте как будто переплелось и нож, и крест, и вот это значение голубя. В конечном итоге это благополучие. Так, и значит, что как неожиданности спешит на ваш порог? И к чему все идет? Ну, может быть, как новость, данность или какой-то разговор. Давайте узнаем. Дальше знаки судьбы, на что обратить внимание, чего не упустить. И опять же, к чему это все идет, какое продолжение следует. И по основным сферам жизни это ваши достижения, работа, учеба, документы, бизнес, творчество, личная жизнь и любовь. Так вот, что такое крест? Что это за значение? Давайте достанем карту. А правда, посмотрите, это карта самодостаточности, 9 кубков. Вы поставите на чем-то крест или на ком-то крест. Я такое тоже могу предположить. Почему? Потому что на какой-то ситуации вы тоже можете, как что-то у вас закончилось, может быть, период разочарований. А может быть, это вы заканчиваете этот период разочарований, потому что вам надоело, может быть, решать те вопросы, которые, ну, вам не приносят ни душевного покоя, ни вдохновения, не служат прогрессом. Когда из нуля в рогожечку, или когда много действий, много для вас работы, а толку никакого. И вы устремитесь в сторону собственного благополучия. Здесь, если мы говорим в самом начале, когда выпадает это значение, зри в корень, да, смотри в оба, потому что ты должен чего-то не пропустить. И на кону 9 кубков. Это и радость, это вот все то, что по благополучию, и радость, где-то и деньги. Финансовая составляющая не на последнем месте. Хоть и называется это карта эгоиста, но это какой-то продуктивный период, когда, в принципе, мы своими достижениями довольны. Но, может быть, несколько причесать у кого-то окружение или... Причесать собственное участие в каких-то делах, не включиться в какую-то многозадачность, не растратить впустую собственные, как и ресурсы, жизненные силы, энергию и время. Вот что на кону у вас может стоять. Так, а что же это еще? Что такое нож? Фантастика. Да вы выбираете себя, мои дорогие львы и львицы. 2 девятки. Кстати, вам карта говорит, это перемены. И крест, ведь это тоже мы сказали. Либо точка отсчета, либо одновременно и точка невозврата. Вы с чем-то определяетесь. И выбираете вы, понятно, себя. Какой-то финансовый вопрос очень важный у вас может решиться. А стало быть, откуда к вам приходят деньги. Это для кого-то важные темы по работе или по вашей занятости. Здесь, когда вы можете более чем остаться довольными. И какой совет? А 5 мечей действительно, вот откуда этот нож. С вами спорят. Кто-то не рад вашим успехам, мои дорогие. Кто-то вам завидует, это факт. Кто-то вас может провоцировать на конфликт. Не поднимайте перчатку, если кто-то вам бросает ее. Здесь вот это самое благополучие. Я не могу сказать, что по пасьянсу вам это как-то существенно мешает. Но тем не менее, нож выпал. И это мы где-то... Это нож значение ссора. И 5 мечей это тоже ссора. Значит,
вам выпадают такие прекрасные карты. Это просто вас кто-то пытается вывести из терпения или нарочно, ну, пытается наступить на вам на какую-то больную любимую мозоль. Может быть и так, да? Или вы сами в режиме многозадачности, вы свою работу не успеваете, а вас еще кто-то со стороны дергает без конца с какой-то своей пустотой. И вам очень хочется сказать все, что вы думаете конкретному персонажу. А тем не менее, держите марку. По пятерке мечей навсегда карта дает только один совет. Не включайся в какой-то конфликт. Тебя нарочно куда-то пытаются втянуть. Примите это во внимание, хорошо? Что же неожиданно может измениться? А это вы, словно выход из лабиринта находите. Ну вот, наверное, все то, что я сказала. И вот это значение, крест. Вы на ком-то или на чем-то можете поставить крест. Вы знаете, тут вас могут как бы и на работе кого-то заметить. Или какие-то бонусы. Вы можете получить какие-то, ну, как это, премия, может быть, да, называется. Или поощрение финансовое. Или, может быть, как вас оценят как сотрудника и предложат вам еще какую-то деятельность, вид деятельности, или возглавить, может быть, какой-то коллектив, пусть даже небольшой, ну, у каждого по-своему. И действительно могут быть завистниками некоторые персонажи, потому что они как будто наблюдают вот это лицо. Вроде бы ни к чему не относится, просто лицо да и лицо, человек, как прохожий, да, вроде бы это не ваш друг, это и не есть тот, с которым вы ведете бизнес, нет, но вот каким-то образом человек вас видит, взаимодействует с вами, но вы его не воспринимаете всерьез. А вот как раз оттуда могут быть вот эти пятерки мечей или какие-то конфликты. Но в конечном итоге выход из лабиринта вы можете изменить, как и направление в работе, как и должность, или для вас какая-то путаница раз и навсегда закончится. Вы можете кому-то сказать и нет, опять же. И к чему это все идет? Жрица, храните молчание, храните терпение, слушайте свою интуицию. Не поднимайте вот эту перчатку в каком-то конфликте, потому что словесная дуэль вот как раз и проходит по пятерке мечей. Отступите полшага назад. Так и оставайтесь, мои дорогие львы, для кого-то загадкой, потому что загадка, жрица, ничего не понятно. Может быть, люди любопытные, глядя на вас, а вы... Ну, вы люди импозантные, вы заметные, правда. И вы держите марку, и кому-то может показаться, ах ты, елки-палки, все ему или ей нипочем, ей все легко дается. А только вы одни знаете, как вам чего стоит или как вам что дается. И здесь вот эта зависть, да, как у Бориса Пастернака в романе «Доктор Живаго» есть такие замечательные слова. Зависть, родная сестра, и неразлучная спутница сатаны. Так вот вам в другую сторону. Вот поэтому может быть и аркан крест. А по жрице мы себя бережем. Ведь это мы сегодня называем жрица. А когда-то это была карта первое Таро. Это была Ля Папеса. Это в католической церкви, в Рулоне католической церкви был тот период много веков тому назад, когда была именно женщина, Папеса. Понятно, это скрывается, и я сейчас это не обсуждаю. Но она скрывала именно свое женское обличие под мужским платьем. И вам буквально это помогает. И ведь это мы спросили, к чему все идет. Храните себя. Будьте загадкой для окружающих. Знаки судьбы. Знаки судьбы таковы, что четверка пентаклей – карта жадины. Побудьте жадиной, потому что остальные тоже жадинами могут быть. Или уделить внимание, вот у вас 2 девятки. Здесь жадиной побыть даже стоит только лишь потому, чтобы сохранить собственные силы, ресурсы. Я уже об этом говорила. Но, может быть, и буквально как-то деньги. О себе не рассказывать много. Это тоже где-то пожадничать и не поделиться информацией. Не торопитесь кому-то помогать. Вот это я тоже скажу. По крайней мере, мои дорогие львы, я знаю, что вы приходите многим на выручку, помощь, а потом кто-то вам может оплатить не той монетой. Вот, кстати, такое тоже бывает. Но не в эту неделю. Вы оставайтесь на своей волне. Вот как этот человек присел на сундучке, придавил своим весом и наблюдает. Вот и вы наблюдайте. Такой для вас как совет или знак судьбы. Давайте посмотрим, к чему же это все идет. Зачем-то вам такие энергии нужны? А потому что здесь, знаете, вас кто-то втягивает либо в конфликт,
Если вы включитесь в решение какого-то вопроса, вы словно утрачиваете реальность восприятия. Это всегда ошибочное восприятие по 8 мечей. Вы сами себя можете, где-то отвечая на конфликты или когда кому-то даже помогаете. Здесь люди могут отплатить какой-то в последующем черной неблагодарностью. Кстати, не давайте деньги в долг, ни в коем случае. Вот как знак судьбы, не давай деньги в долг, это, наверное, первое значение. Иначе ты эти деньги не скоро увидишь или вообще не увидишь. И долго потом будешь думать, как их вернуть. Я вполне такое могу допустить. Здесь нужно быть как-то очень, знаете, грамотно относиться к окружающим, потому что от них непонятно, чего ожидать, по крайней мере, на этой неделе. И более того, они могут парировать, еще и вас могут потом в какую-то втянуть историю. В каком плане? Когда вас загрузят буквально с какими-то чужими переживами в вашу голову, и вы начнете невольно погружаться вот на эту глубину чужих проблем, мои дорогие. Вот я вижу больше вот именно в этом значении, что вас кто-то может даже той информацией словно перезагрузить. Поэтому фильтруйте общение. Мы только об этом с вами и говорим, пожалуй, весь наш расклад. Значит, для вас это основополагающе. Только вы и ваши какие-то устремления в центре внимания. Достижения. И карта Иерофант. Действительно по судьбе. Вот это значение. И здесь могут быть как и получение должности или какие-то важные согласования с высокими инстанциями. У кого-то и по части личной жизни, кстати. По этой карте идет венчание. Ну, может быть, не для всех, но кто-то соберется и буквально под венец, или вы подаете документы, уже теперь хотите оформить ваши отношения. Для кого-то этот иерофант – это учитель. Мы можем выступать как в роли и учителя, и ученика. Мы с вами учимся, или люди нас учат. Вот такое тоже может проиграться. Но и к вам будут действительно, мои дорогие, обращаться. Но, с одной стороны, это могут обращаться, чтобы какой-то совет, вот именно как у учителя. Но совет – это есть совет. То есть вопрос и ответ. Но это не значит, что вы за кого-то работу эту делаете по карте Иерофант. Человек определенно должен это делать сам. Это и вы можете учиться. Кому-то говорить нет, кстати. Или вы можете изучать какое-то новое направление, может быть, изучать языки, или искать точки, ключи, как взаимодействие, потому что иерофант – это всегда ключи. Это как и ключи к душевному спокойствию, безусловно, когда мы собственный дзен сохраняем. Но и с другой стороны, когда мы хотим, собственных ресурсов добавить, конкретно что-то изучить. И значит, вы тоже можете искать, например, конкретные курсы, или даже отправляться на эти курсы, или кому-то, как какие-то дополнительные скиллы, навыки. Но обычно по этой карте, когда вам приходится общаться с людьми, которые не совсем на вашей лестнице иерархии расположены, а когда пусть чуточку выше, или этих контактов будет больше. И тогда мы по этой карте уважаем власть, систему иерархии, и это вам помогает в собственных достижениях. Личная жизнь. Правда. Карта 5 учебы. Может быть, как и перевести на новый формат, новый уровень отношений. У кого-то это допускаю, у кого-то углубиться в изучение той или иной науки. Об этом я тоже могу предположить. По этой карте это еще и может быть как жизненный экзамен, мои дорогие, когда вы, может быть, и пытаетесь или обдумываете какую-то поездку, переезд, или как выйти из сложной ситуации. Давайте мы достанем карту на личную жизнь. Здесь, понятно, у каждого по-своему, но это тройка пентаклей. Мы здесь в основном изучаем, а в последующем наши знания прикладываем на практику. Но что же про личную жизнь? Мы спросили про любовь. И вот уже карта одна торопится, а какой-то праздник. Может быть и правда, как какое-то предложение. А что же еще? Личная жизнь. Мои дорогие львы и львицы, а какой-то выбор. И вам выбор нужно делать. Это кто-то в ваш адрес может проявлять знаки внимания, но и вы можете сказать кому-то нет. Или переформатировать ваши отношения. В каком плане, я уже говорила, это когда вы
может быть, и были какие-то контакты по личной жизни, и на вас кто-то имел виды, взгляды, а вы придете к выводу, что вам этот человек не только не интересен, а даже душа к нему не лежит. И я могу такое тоже предположить. Но для кого-то и затянувшаяся история, она здесь тоже может как перейти на другой совершенно уровень. Все-таки тройка пентаклей. Мы учимся взаимодействовать, понимать друг друга по-новому. Что такое 13-й старший аркан? Ведь это аркан трансформации, поэтому трансформация отношений может быть. И правда, у кого-то к браку может идти, потому что по королеве кубков часто проигрываются как супруги, да, или неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, девушки. Значит, для вас составляющая личной жизни тоже здесь играет новыми красками или открывает перед вами новые возможности. Давайте я карту совет последнюю достану. Но что-то вы будете использовать и из прошлого, или отношения из прошлого вы можете перевести в новый формат. Или, по крайней мере, я не говорю, не утверждаю, хотя у кого-то однозначно проиграется, потому что карта Иерофант, когда вы захотите оформить ваши отношения. Но это не относится ко всем. А для некоторых из вас, когда вы какую-то прежнюю историю, вы вынуждены, может быть, продолжать ее, но теперь вы ее готовы продолжать в некотором другом контексте, с учетом некоторых позиций, может быть, даже позиции закона или тех новостей, которые вы узнаете. Вот, кстати, выход из лабиринта может означать получение какой-то важной информации и завершение словно какой-то темноты. Вы теперь уже видите более ясно, отчетливо, как вам нужно действовать, и точно знаете, как вам действовать не нужно, чтобы себе не навредить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.